Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и последние новости о работе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова. В последнее время известная российская певица Наталья Ионова-Чистякова, больше известная под именем Глюкоза, становится участницей скандальных происшествий. Еще несколько дней назад в городе Красноярске на праздничном концерте, посвященном Дню Металлурга, певица Глюкоза заработала дурную славу, появившись на музыкальном выступлении в неадекватном состоянии и сорвав музыкальное мероприятие. Певица Глюкоза принесла публичные извинения металлургам и выплатила крупный денежный штраф. Однако данный урок, как показало время, не пошел на пользу певице Глюкозе. Рецидив события произошел вчера вечером в городе Самаре на музыкальном концерте артистки. 2 дня назад директор швейной фабрики города Самары Федор Николаевич Плетнев связался с певицей Глюкозой, которая на данный момент находилась в городе Баку, и договорился о музыкальном корпоративном концерте перед сотрудниками предприятия, посвященному 50-летию работы данного заведения. Однако директор фабрики допустил фатальную ошибку. Женщины-сотрудницы швейного предприятия первоначально хотели увидеть на своем концерте певца Прохора Шаляпина. Однако с артистом не удалось договориться, и на выступление приехала певица Глюкоза. Стало известно, что певица Глюкоза, которая в последнее время имеет проблемы со спиртным, перед музыкальным выступлением появилась на коротком корпоративе с участием директора фабрики Федора Николаевича Плетнева и употребила напиток под названием «Шампанское», а уже позже отправилась выступать перед сотрудниками коллектива. Сотрудницы швейной фабрики, в основном женщины среднего и старшего возраста, были разочарованы появлением певицы Глюкозы вместо обещанного Прохора Шаляпина. Однако они смогли сдержать эмоции и начали слушать музыкальное выступление. К слову сказать, что сотрудницы швейной фабрики уже в течение целого года выполняют важный правительственный заказ. Они шьют форму, одежду, постельные принадлежности для участников спецоперации. Однако выступление певицы Глюкозы закончилось не только большим разочарованием, но и колоссальным скандалом, которое спровоцировала сама российская артистка. Певица Глюкоза появилась на импровизированной музыкальной сцене перед работницами швейной фабрики весьма в откровенном и вызывающем наряде, в коротком платье с американской символикой, вся в татуировках на английском языке и с бутылкой шампанского в руках. Зрительный зал тревожно замолчал, ну а когда певица Глюкоза начала исполнять первую песню на английском языке, возмущению женщин швейной фабрики не было предела. Первая взбежала на музыкальную сцену и стала гонять по ней певицу Глюкозу, начальник швейного цеха, заслуженная работница Российской Федерации, 70-летняя Наталья Николаевна Барсук. Увидев, что Наталья Николаевна уже находится на сцене, к ней присоединились и другие работницы швейного предприятия. В итоге певице Глюкозе пришлось спасаться в импровизированной гримерной комнате, однако до этого она получила многочисленные ушибы и ссадины от работниц швейного предприятия. В результате чрезвычайного происшествия местный филиал антикоррупционного комитета города Самары и Совет швейной фабрики постановили взыскать с певицы Глюкозой 3,5 миллиона рублей за срыв музыкального концерта. Данная сумма разделится между всеми сотрудницами швейной фабрики. Помимо этого, певица Глюкоза приобрела 150 туристических путевок в лучшие оздоровительные санатории города Сочи и Алтая. Этими путевками смогут воспользоваться женщины швейного предприятия, которые уходят в отпуск.
Ну и по традиции последние новости в антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Сегодня утром, благодаря усилиям антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, Андрея Белоусова и товарища Бастрыкина, был взят под стражу бывший замминистра обороны Российской Федерации товарищ Булгаков. В антикоррупционном комитете пока не уточнили статус Булгакова и других подробностей, отметив, что производятся следственные действия и оперативные мероприятия по установлению причин и условий, которые способствовали противоправной деятельности. Стало известно лишь одно, что товарищ Булгаков арестован в связи с коррупцией. За последнюю неделю филиалы антикоррупционного комитета открылись в следующих городах Российской Федерации: Кирове, Липецке и Балашихе. На данный момент на территории России уже работает 70 подобных организаций. Сегодня день памяти известного советского актера Николая Парфенова. Николаю Парфенову могло бы исполниться 112 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.